спокойненько. Сахибов заставил. Если Сахибов заставит... О, сейчас было очень опасно столкновение головы. Это не решающий. И попадает оверхендом. Это Махач, это новый вид спорта. Добро пожаловать, попробовать себя. Кто чего-то может, у кого есть яйца, все в мешки. Всем привет, меня зовут Олег Казакевич, я из города Олежки, Херсонская область. Приехал сюда в 4-й раз показать себя. Мой рекорд составляет 2 победы и 1 поражение. Хочу пожелать противнику удачи и без травм. И спасибо моим родным и близким, кто меня поддерживает. Всем привет, меня зовут Амир. Моя тактика на бой – выйти и закатать жесткую зарубу. Моя обычная тренировка, в принципе, ничем не отличается, разве что в процессе подготовки тренируюсь в 2 раза больше, да и все, в принципе. Мои любимые фишки в бою – это, наверное, правый боковой. Меня поддерживают мои родители, девушка, близкие, за это им очень благодарен и ценю это. Эта пара бойцов уже участвовала в предыдущем сезоне в рамках Гран-при. Но оба бойца решили спуститься в весовую категорию ниже. Итак, встречаем первого бойца. Казакевич Олег. Практически звезда нашей организации, представитель города Херсон с рекордом 2-1. Одержал победу над таким бойцом, как Александр Сидорчук по прозвищу Лев, а также с Агайло Артуром по прозвищу Ара. Но имеет 1 поражение против Калашникова Антона по прозвищу Тяпа. Его рост 178, вес 69 и ему 21 год. Олег является КМСом по казахскому двобою. Давайте поприветствуем Олега и поддержим его. И давайте поприветствуем его оппонента Аракелян Амирбек. Амирбек приехал к нам из поселка Незаможное Одесской области. Боец с рекордом 1-1, участник 3-го и 2-го сезона Махача. Потерпел поражение в поединке против Камаева Артура. Мы читаем ваши комментарии касательно неоднозначного решения судей и того, что надо было делать минус балл. Поэтому Амирбека мы спустили в категорию пониже, и мы думаем, он реабилитируется в Гран-при в легкой весовой категории. Его рост 179, вес 69 и ему 19 лет. Давайте поддержим Амира. Бойцы на середину. Парни бывалые, помните. Красивый, честный бой. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Никакой борцовской техники. Честный, красивый бой. После команды стоп не работаем. Внимательно слушаем мои команды. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Очень и очень напряженный будет поединок.
Согласен. В черных тейпах у нас Казакевич Олег, в желтых тейпах у нас Аракелян Амирбек. И сразу же с первых секунд пошло. И хороший Казакевич дает левый. Смотри, как Казакевич начинает хорошо с корпуса. Ой, и еще один закинул, да, но... И пока, ну слушай, разведка прошла, каждый понял, что... Причем очень быстрая разведка. Да, вот видишь, сейчас пытается натягиваться дальше от Амирбека. Ну, два очень серьезных бойца. Передний боковой залетел. И Казакевич. Прямо. Еще внизу! Второй, он ему только закидывает боковые левые. Слушай, там, мне кажется, нос уже поплыл у Амирбека. Ну, глаз точно, потому что... Слушай, 2 раза провести такой удар, это нереально. Плюс он его пробивал очень клёстко, быстро и незаметно. Очень быстро. То есть он неожиданно вообще, он его даже, по сути, не готовил. Видишь, он выбрасывает такие оверхенды. Ну, и как мы видим, они работают. Работают, да, то есть, но... Посмотрим, как Амирбек. корпус. Видимо, уже есть рассечение у Амирбека, да, если не ошибаюсь? Да, есть. Под глазом сейчас пытается подавливать Амирбек, но... Да, Аракелян по-прежнему пытается работать первым номером. Ну, слушай, выжидает Олег. И не выжидает, он не особо пытается работать первым номером. Он иногда просто неожиданно выбрасывает удары. Сейчас очень хорошо был Амирбек в атаке. Чуть поджал к... Друзья, сейчас отличный удар. Вот, смотри, как отлично корпусом качает. Хорошо работает Казакевич, очень хорошо сохраняется. Слушай, и Амирбек тоже хорошо отработал на защите. Смотри, просто одним ударом посмотри, камбэк, сразу же камбэк. Он просто бьет одним ударом, но и пропускает. Сейчас Амирбек пошел вперед, сейчас Казакевич Олег. Вот это напряжение. Какой же Казакевич пустил кровь. Очень много. Первого раунда, с первых секунд. Амирбек выдал просто нереальный какой-то спорт ударов одной рукой. Да. Он вколачивает. Еще раз вот этот удар, он еще раз вколачивает. Я не понимаю, может у него что-то с левой рукой? Потому что он, видишь, одной правой бьет. Уже под 2 глазами мы видим рассечение у Аракеляна. Это был хороший первый раунд. Мы вначале видели небольшую такую, как бы, разведку. Ну что, сейчас будет второй раунд, наверное, еще поярче, чем первый. Если бойцы с первого раунда настолько заряжены, Настолько, то... да. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время. Бой! Но Казакевич на второй раунд максимально себя сохранил, и сейчас он должен выдавать все, что запас. Я не могу понять, почему в первом раунде, под конец первого раунда, Амирбек не выбрасывал удар левой. Он просто видел, он бил правый, Да, пробивал. хотел, возможно, добить его, какая-то у него установка в голове, не знаю. Еще раз, видишь, полетел сейчас вперед. Оу, опасно, сейчас добивает. Сейчас Олегу очень тяжело. Пытается не может отбиваться. И вот это правая Амирбека сейчас просто вколачивает, пытается вклинчить. Итак, он перевел, Казакевич Смотри, переводит как поменялась сейчас обстановка. Все поменялось. Начинает разбивать. Вот это мясо. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бой! Хороший противник. Нереально, просто нереально. Да, от таких боев сразу же мурашки по коже, хочется смотреть еще. Лево еще. Зайди прямыми. Через блок. Как Андрей говорил уже, что ребята спустились в весе, да? Да, они спустились на одну категорию вниз. Смотри, сейчас хорош, но я не могу понять, надо будет спросить потом у Амирбека, он в основном, видишь, акцентируется только на правой руке. Почему-то заряжает, да. Что-то слева, значит, что-то слева, видишь? Хорошо ушел, очень хорошо ушел от правого оверхенда. Но вот от этого переднего бокового тяжело уйти, потому что неожиданно он выкидывает. Сейчас просто нереально, он свою правую вколачивает. Аракелян просто...
Слушай, бойцы просто задней не имеют. Реально, они просто как... Видно, что немного Казакевич устал. Немного устал он. Почему? Не знаю, может, принял много урона, но тем не менее, правая Амирбека залетает. Залетает очень сильно. Сумасшедший второй раунд, дорогие. Мое почтение. Мое почтение вам такие бои видеть, как говорится. Секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой! Третий, последний раунд. Последние 2 минуты. Последние 2 минуты. И опять правая Амирбека залетает. Слушай, он уже и так не пристрелялся метко. Этой правой. Ой. Ну, он, конечно, пропустил. Он откровенно, Навстречу. да, откровенно сильно пошел на Олега. Но все так же работает первым номером, пытается работать первым номером и поджимать постоянно Олега к мешкам. Видишь, ему не дает. Сейчас. О, как неожиданно было! Как это было быстро! Это было хлестко. И Олег продолжает давить. Еще один! Какой урон сейчас пропускает Амирбек. И да, все, это конец. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько пальцев? Бой! Сейчас очень тяжело Амирбеку. Видишь, как насколько чаша весов переходит от одного другому бойцу? Но единственная сейчас проблема у Амирбека — это его левая рука. Не понимаю, почему ему не дает. Он заходит Ему справа. даже тренер говорит, левая работа, но почему-то... Видишь, правую тоже Зарядить подсказывает. правую, да. Да, но вот левый боковой же от Олега уже прочитал Амирбек. Еще раз прочитал. Видишь? Но вот такие прямые, слушай, мне жалко смотреть на его нос, там просто кровавая Жаль, месиво что он уже. начал читать это только в третьем раунде, потому Да, что только все 2 раунда залетали. И сейчас уже хотел из клинча вернуть должок уже и Амирбек. И сейчас очень хорошо добивает. Казакевич пытается убегать Амирбек, но догнал его Олег. И вновь у нас нокдаун. Какой накал страстей, просто невероятно. Просто жесть. Наверное, бонус за самое разбитое лицо уйдет Амирбеку. И за волю к победе точно. Последние секунды у нас этого поединка. Дорогие друзья, очень хорошо. Хороший удар, работает, Рокелян. Стоп! Бойцы на оглашение. В данном кровавом поединке единогласным решением судей победу одержал Казакевич Олег. Первая кровь нашего сегодняшнего дня боев. Оба бойца закатили невероятную рубку. В оправдание Амира хочу сказать, что он выходил сегодня с травмой на поединок. Ему перед самым выходом там лечили немного руку. Поэтому давайте послушаем его комментарии. Амир, красивый бой, ты умница. Вышел на бой вот с травмой. Вообще не планировал драться, готовился неделю. Гран-при думал выступить.
Так получилось, соперник красава. Хороший, достойный соперник. Прости, бой показали. Хочу поблагодарить всех, кто со мной приехал. Еще сегодня у моего тренера день рождения, хочу его поздравить. Евгений Александрович, с днем рождения вас. Спасибо вам за все, что вы мне дали. Я ценю это. Спасибо всем, кто поддерживал. И Андрея поблагодарить за возможность поучаствовать в Гран-при. Спасибо. Настоящий воин. На самом деле, если ребята вылетают с Гран-при, у нас еще есть рейтинговые бои, чемпионские пояса, поэтому мы о них не забываем. Ради таких бойцов и существует Махач. Давайте послушаем победителя. Поздравляю тебя с победой. На самом деле, если пересмотреть его бои, видно, как он растет, тренируется, молодец. Вот пример для всех. Скажи несколько слов, пожалуйста. Хочу поблагодарить, опять же, в первую очередь Господа, во вторую моих тренеров, моих родственников, друзей, кто меня дома поддерживает. Конечно же, тебе большое спасибо за то, что даешь такой шанс нам. И большое уважение моему противнику за этот бой. Спасибо вам большое всем. Друзья, прежде чем передать слово нашему жюри, хочу сказать несколько слов по поводу нашего канала. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте. Ведь эти воины, эти мужчины, эти бойцы делают это все ради вас и для Махача, чтобы популяризировать спорт в нашей стране. Давайте поэтому активней и помогите нам, и мы покажем вам настоящий Махач. А теперь послушаем мнение нашего жюри. Артем. Да, хочу сказать, Амир, ты реально духовитый парень, блин. У тебя вот духа, что есть, то есть, блин. Ну, реально просто прям смотрю и мотивируешь меня. Красава. Олег, ты прибавил просто нереально. Вот на самом деле прибавил, ну, просто на голову вырос. Красава. Единственное, немного нервишки контролирую. Видно было, вначале вышел с планом, хорошо стал работать в корпус, в голову потом. И как только начало получаться, засомневался. Надо было дожимать. Вот как начало получаться, надо было наоборот дальше идти, и тогда закончил это досрочно. Но прибавил, красава. Да, еще есть на чем немного работать, но красава. Будущее есть 100%. Давай дальше. Давайте еще раз поддержим этих мужчин. Я думаю, они заслужили бонус за эту настоящую кровавую рубку. Спасибо вам еще раз. Здравствуйте, меня зовут Богдан, мне 20 лет, я из Киева. Тактики на бой определенно не имею, потому что бой непредсказуем и буду действовать по ситуации. На протяжении месяца у меня были ежедневные тренировки, больше наклон на руки, ноги убрал и борьбу тоже, так как я с восточных единоборств и у меня полный контакт. Полностью себя чувствую готовым к бою. С моей фишки, фишки вы увидите во время боя. С поддержки меня поддержат мои друзья, моя семья, и спасибо им за это. Здравствуйте, меня зовут Владислав, город Киев. Представляю спортивную школу «Ринг». Тренировки прошли успешно, подготовка замечательная. Готов зарубиться и показать красочный бой. Соперника постараюсь положить на печень, и на этом мы все закончим. Всем спасибо, приятного просмотра. Так, и наша следующая пара. И встречайте первого бойца. Костюченко Богдан по прозвищу Физрук. Богдан – представитель из города Киев. Его рост 178, вес 79, и ему 20 лет. Многократный призер чемпионата Украины по араши-карате, чемпион и призер чемпионата Киева по тайскому боксу. Занимается всю жизнь боями и пришел к нам, чтобы попробовать себя в новом стиле. Я уже вижу это название, там, каратист против кикбоксера, это его оппонент, кстати. Давайте пожелаем Богдану удачи и поддержим его.
поприветствуем его сегодняшнего оппонента. Савченко Владислав по прозвищу Бычок. Также является представителем из города Киев. Его рост 177, вес 72 и ему 23 года. КМС по тайскому боксу и кикбоксингу в 2016 году. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу. Двукратный чемпион Украины по тайскому боксу. Пожелаем ему удачи показать яркий и зрелищный поединок. Друзья, я также хочу сказать, что этот бой проходит в рамках Гран-при. И эти два молодых бойца сегодня дебютируют в нашей организации, поэтому им важна и нужна ваша поддержка. Бойцы на середину. Как дебютанты, с правилами ознакомлены, да? Помним, каратист против кикбоксера звучит прикольно. Никаких рефлекторных, да, выкидов, ног, колен, прочее. Удары ногами, коленями, локтями запрещены, головой запрещены. Не бьем височную, затылочную часть, позвоночный столб не бьем. Никакой борцовской техники. Чистый, красивый кулачный бой. Уважаемые друзья, слушаем мои команды, после команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время. Бой! Так, дорогие друзья, у нас поединок в рамках Гран-при. И сразу же в черных тейпах у нас физрук полетел. Сразу же влетит вперед. В желтых тейпах это у нас Бычок. Как размашисто работает. Бычок очень размашисто. Сейчас встретил. Еще продолжает набраться. Сейчас очень острый момент буквально. Спасается в клинче сейчас Бычок, но... Видно, что у Бычка очень тяжелые удары, но он ими немного не попадает. И у физрука, как я вижу, руки немножечко подлиннее все-таки. Есть подлиннее, и плюс смотри, он рубится в таком кудошном стиле, потому что араши карате это что-то похожее на кудо, чтобы ты понимал, это, ну, по сути, голые перчатки, там, минимальный бинт, и рубятся там, будь здоров. Предупреждение. Ровная рука. Первое предупреждение. Бой! Так, бой продолжается. Напоминаю, что это бой в Гран-при, и в желтых тейпах у нас Бычок немного не успевает за физруком. Физрук, конечно, сейчас более активен, он больше же набросал ударов, больше точных попаданий у него было. Работаем бой! Отлично пытается встречать сейчас Бычок, затылок, но тут затылок сам развернулся, сам виноват, как бы. На всякий случай напоминаем, что не нужно разворачиваться затылком. Но физрук очень хорош. Там не было точного попадания, больше как оттолкнул. Очень размашистые удары у Бычка. Все же повторю. И из-за этого, мне кажется, он не попадает, потому что его удар очень виден. Хотя, по сути, он кикбоксер. У него должно быть все хорошо быть. Ну, да. В плане этого, но кикбоксеру рознь. И если особенно против тебя выступает чувак из Раши карате. А это очень жесткий вид спорта. Слушай, ну я просто не знаю, что такое карате. Вот это вот. Кудо, араши карате, это что-то в одном. Ну я примерно понимаю, но я никогда не смотрел бои. Формат Махача только в кимоно. Понял. И в шлемах. Довольно-таки неплохое объяснение. Да, сейчас Вова пропускает, сейчас очень много Бычок. Слушай, он как-то... Слушай, непонятно, были его последние секунды Бычка, он как-то опустил руки. Бойцы, если отдохнули, подошли. Бойцы,
Довожу до вашего сведения. Бой идет очень грязно. У тебя тайские сбросы, у тебя ровная рука. Следующий. Балл снимаем. За это будет предупреждение. Красивый, честный бой. Кулачный. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! Прям, отлично. И тут как начинается провалил. второй раунд, да, и... На клинч 3 секунды, бой! Второй раунд с клинча. Ничего страшного. Слушай, ну Продолжаем. физрук очень хорошо влетает, но ты посмотри, как его пытается встречать бычок. Слушай, как танк физрук. Как танк прет. прет, Он просто. просто не имеет задним, блин. Бой! Видно, уже задышал немного физрук. У. Жестко, он жестко, да. Бычок очень жестко У встречает Бычка джебом. очень жесткие удары, да, очень жесткие. Если бы они еще доходили до цели, был бы критический урон. Но то, как он встречает ими физрука, это очень даже хорошо. Но дальше он не продолжает. Не продолжает, да. К сожалению, сразу Вот здесь он только начинает включаться, но подключить бы ноги, вот как он сейчас делает. Опять в шею попал физрук, но это неумышленно. Бой! Следим за своей техникой. Видишь? Снова хорошо встречает, да. Хорошо встретил. Но вот эти моменты... это, да, я не понимаю, что происходит у него в голове, когда он просто опускает руки и начинает отворачиваться. Да, мне тоже непонятно, это было в конце первого раунда, это было в данном эпизоде. Отлично, обоюдно, просто удар на удар, и вновь у нас Просто клинч. парни вылетели навстречку. Просто встреча, как два локомотива вот так вот встречаются. Еще раз давай понаблюдаем, как встречает. Сейчас, кстати, первый начал. Ну, да, первый начал, и первый попал, но, к сожалению, встречается Физрук, на да. контратаке. Слушай, мне кажется, физрук еще берет массой, он больше на него надавит, он напирает. Да, и выше, да, и этим... Немного, знаешь, есть такой момент, что если бычок бьет больше акцентированная хлестка, то физрук бьет вяло, и есть такое понятие, как ударить удар, и есть такое, как продавить удар. Да. То физрук продавливает удар в некоторых моментах, и в некоторых моментах он даже Ну, мы видели в толкает. первом раунде, когда эти Да. толчками он откидывал бычка. Сейчас под конец был хороший размен, где даже мне на секундочку показалось, что был более успешней бычок. Пять секунд готовность. Бойцы. Еще раз напоминаю. Выдохлись, отворачиваешься. Прилетает затылок, видишь противника. Никаких ровных рук. Судьи готовы? Готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой! Красивый, честный, кулачный бой. Сейчас пытается больше первым номером уже работать и подключается бычок. И Смотри, снова как он хорошо встречает. Левой он очень хорошо и уверенно встречает. Вот на левую, Жестко прям так. на левую у него сомнений Ты вообще посмотри, нет. она у него передняя рука И опять опущена. же. Посмотри, она у него опущенная, он работает так в стиле Мэйвезера. Да, видишь, он просто качает. снизу ее выкидывает. Филадельфийская раковина, она называется. И посмотри, как он хорошо работает корпусом. Если бы он подключил это с первого раунда, боже мой. Не столько бы много он ударов Да, не столько бы пропустил. урона получил бы, да. Интересно будет, как будет физрук действовать. Ой-ой-ой, Вот сейчас он посмотри, разножечку делает бычок. А что подключился, бычок происходит? включился, действительно. Да, Может, разыграл. Может, он просто экономил силы до конца раунда, был... Бэкфист неудачный, но посмотрим. Самое главное, чтобы не было локтя с разворота. Я заметил за бычком, что он начинает атаку и потом, ой, хороший. Он работает, да, он хороший уходит был корпусом, апперкот. да, и на этом его ловит физрук. То есть он ударил, он встретил, да, там таким... И есть еще у бычка какая-то небольшая неуверенность в своих атаках. Он начинает атаку и как-то ее заканчивает, опускает сейчас руки, был отходит. очень пропустил. Хорошо, физрук попадает в бороду бычку. Просто два таких четких джеба, только что было. Но закидывает бычок свои удары, и смотри, как превосходно уходит корпусом. Это Не называется отпускал
бы еще руки, конечно. Да, Какой стиль? филадельфийская раковина. Не-не-не, что? Да, филадельфийская раковина. Все. Слушай, я Стойка даже Мейвезера, все правильно. Да? Это так называется? Ну да, ты видишь, у него передняя рука опущена, и он как раз этой передней рукой, он прячет, скрывает свои удары контратакующие. Ну вот, непонятный момент его опускания рук, когда он уже перед соперником стоит. Я не понимаю. Такой стиль ведения боя. Да, подсказывают ему. Доработать парням нужно, не нужно клинчевать сейчас, нужно доработать. Хорошо, прямо хорошо оттолкнул и начал. Просто. Бычок очень удивительный боец, слушай. Бойцы на оглашение. В данном поединке дебютантов нашей организации единогласным решением судей победу одержал Савченко Владислав по прозвищу Бычок. В этом поединке ярком каратист против кикбоксера. Мы со Славой только что советовались. За всю историю Махача мы не видели, чтобы бойцы так много ударов принимали, таких прямых, и притом оставались на ногах. И притом у них лица вроде даже как чистые. Физрук, поздравляю тебя с дебютом. Мне кажется, он даже улыбался, когда ловил плюху, и он стоял довольный. Скажи несколько слов, пожалуйста. Хочу сказать, что соперник мой красава, удар сильный имеет. Спасибо его тренерам за то, что тренировали. Спасибо моей команде за то, что было со мной. Постоянно помогала мне готовиться. Без них я бы сюда не попал. Очень круто, очень весело. Не хватило ума на дыхание, распределить дыхание, потому что другой причины нет, только дыхание. А так, спасибо большое, спасибо. Надеюсь, я еще тут выступлю. Да, я думаю, мы увидим тебя еще. Поздравляем Бычка с победой. Я понял, кажется, почему у него прозвище Бычок. Ты молодец. Весь бой он смотрел в нашу сторону и что-то говорил. Или мне показалось, он говорил, сколько ты, блядь, весишь? Извиняюсь за мат. Скажи, пожалуйста. Чувствуется, что у него масса, которая когда давит, я уже не могу идти вперед его давить. То есть, если бы был более-менее мой вес, 70, я 2 завесил, я бы, может, потолкался бы. Но тут именно чик, все. Тяжелый. Я так не могу. Сколько он весит? 79. 79. 7 килограмм. Что сказать? Классный бой был. Спасибо. Но я чувствую, что первый раунд я все-таки проиграл. Было. 2-3 счет. Второй, я считаю, что такой был. Третий я забрал. По раундам 2-3. Ну, я считал, да. Спасибо. Спасибо тебе. Давайте послушаем теперь мнение нашего жюри. Да, хороший бой ребята закатили. И вот на самом деле попадали очень хорошо. То есть бой зрелищный был, и реально лица чистые. Я удивлен на самом деле. Физруку немного не хватило физкультуры. Нужно немного кардио потянуть, а так он пер, даже пропускал и пер тараном, то есть красава. Но вообще оба пацаны, ты тоже молодец, постоянно отвечал, встречал. Мы согласны с жюри, да, был равный очень бой, но ты концовку забрал и тем самым и весь бой. Красавцы, пацаны, молодцы. Бычок проходит гран-при, надо ему еще, наверное, отъесть килограмм 5-10, но он как бычок накушает. Еще раз поддержим бойцов и спасибо вам, друзья. Приветствую, меня зовут Олег. Тактика моего поединка будет зависеть от многих факторов, поэтому я покажу ее в бою. Моя тренировка в подготовке к кулачным боям ничем не отличалась от обыденной тренировки.
Мои любимые удары — это джеб и оверхенд. Меня будут поддерживать мои самые близкие братья, которые приехали за 800 километров ради поддержки в моем бою. Всем привет, меня зовут Илья, я приехал из города Житомир, СМТ Новогуевенск. Подготовка на бой прошла отлично, все как всегда прошло хорошо. Хочу передать привет своему поселку, пацанам, пацаны, привет. Фишки в бою мои — это техника, липкие ручки. Я на нее рассчитываю, думаю, она прокатит. За меня переживает весь поселок, бабушка, мама. Всем привет. Надеюсь, не огорчу вас. Всем здоровья. Поприветствуем уже опытных бойцов нашей организации. И встречайте первого бойца. Тиханович Олег по прозвищу Донбасс. Участник второго сезона, в котором закатил невероятную рубку с бойцом нашей организации Файзулиным Германом по прозвищу Гера. Как раз на этот момент, где Капа покинула чат, был именно с Олегом. Его рост 177, вес 64 и ему 20 лет. Приехал к нам из города Рубежное, является КМСом по боксу, дважды победитель области, также участник чемпионата Украины. Верим, что сегодня Олег реабилитируется и покажет яркий и зрелищный поединок. Давайте его поддержим. И поприветствуем его оппонента, Ярмолицкий Илья по прозвищу Андердог. Участник второго сезона, в котором одержал уверенную победу над майданником Владимиром. В прошлом сезоне Илюха говорил нам, что хочет спуститься в весовую категорию пониже, поэтому сегодня мы его видим с весом 70 килограмм. Его рост 172 и ему 22 года. Представляет город Житомир. Является КМСом по ММА. Неоднократный чемпион города Житомир и Житомирской области по ММА. Илюха, покажи сегодня яркий и красивый поединок. Давайте поддержим его. Бойцы на середину. Чем бы вы не владели, только кулачный чистый бой. Никакой борцовской техники. Вы слышали все. Я громко делал все замечания, вы все слышали. Затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем, височная часть не бьем, головой, локтями, ногами не бьем. Никакой борцовской техники. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Let's go, друзья! Очередной поединок. Это гран-при в легком дивизионе. В черных тейпах у нас... Как заряжается, полетел. В черных тейпах у нас Донбасс. В желтых тейпах у нас Андердог. Отлично разменялись ударами. Сейчас хороший Андердог в атаке. Раз, два, три, 4, 5, 6. Работаем, бой! Очень Андердог заряженный парень. Да, Андердог заряжен, но и там и Донбасс неплохо успел набросать в начале. Хороший левый боковой, но не достал. Это можно уже просчитывать, значит. После левого бокового хорошо. Вновь в атаке пошел. Андердог просто через руки. Через руки, реально. 2,
3, 4, 5, 6, 7. Угол, решайте. 8. И да, бой остановлен. Андердог выиграл этот бой. Отдельное спасибо хочу сказать нашему рефери, который врывается, не знаю, с такой отверженностью и разнимает бойцов. Дядя Саша, без вас бы Махача не было. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. В данном поединке техническим нокаутом в первом раунде на 1 минуте 6 секунде победу одержал Ярмолицкий Илья. Тут залили кровью все, конечно. Олег, ты молодец. Чуть-чуть не хватило. Мне кажется, Олежа немножко перегорел сегодня. Скажи, пожалуйста, в чем причина? Наверное, не мое. Ребята, все. Спасибо. Илюха хочет поддержать его. Тебя с победой. Скажи несколько слов. Всем добрый день. Хочу сказать такую новость, не очень приятную для меня, что это был последний бой мой. В связи с проблемами со здоровьем хочу уступить свое место ему. Ну, если ты хочешь, не? Братан, давай, не... Хочу передать привет своему тренеру первому, Николай Николаевич Бондарь, который вложил в голову такое, чтобы заниматься спортом, там, выступать. Второму тренеру своему, Руслану Доморецкому, клуб «Андеграунд», Житомир, привет. Передать привет своим пацанам. Спасибо, пацаны, за поддержку. Бабушка, мама, последний бой. И хотел сказать большое спасибо всем людям, которые причастны к Махачу, каждому, кто камеру держит, кто там еще что-то. Пацаны вообще, девочки, все вы молодцы большие. Ну и отцу кулачных боев, нашему украинскому Андрюху. Спасибо большое. Отец кулачных боев, он сидит, Артем. Я так, на подтанцовке. Олеж, ты подумай касательно предложения. Мы тоже со своей стороны подумаем. Мы еще с вами поговорим отдельно. Давайте послушаем мнение нашего жюри. Илья, ты показал очень хороший бой, работал очень хлестко, прицельно, точно и акцентированно. Ну и просто разобрал своего соперника. Жалко, что у тебя там какие-то проблемы, но я надеюсь, что все нормально будет, восстановишься. Если решишь продолжать, мы бы очень рады были тебя видеть. Такие бойцы, как ты, нам нужны по-любому. Твоему сопернику желаем здоровья, восстановления тоже. Вот, но ты молодец, красиво очень показал. Помогла ему сгонка веса, на самом деле. Быстрее намного стал и техничный. Я хочу, чтобы вы еще раз поддержали молодого нашего бойца Олега. Он молодец, настоящий чемпион. Благодаря вашей поддержке ребята и дерутся. Спасибо им еще раз, друзья.